Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Ссылка на сайт вот, а мы сегодня с вами поговорим о том, что значит быть понимающей женщиной. Понимающей, принимающей. Очень модно в последнее время говорить, что женщина должна понимать мужчину, женщина должна принимать мужчину, женщина должна то, женщина должна это. Очень часто смысл этого принятия, понимания коверкается очень сильно и работает против женщины, а мужчины этим пользуются. Давайте сделаем так, чтобы нам, женщинам, было хорошо в отношениях, а мужчины пусть разбираются с тем, что нужно, с чем нужно разбираться им. Если вдруг мы не знакомы, я Алла Касаткина, я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им быть любимыми и счастливыми на своих условиях. Ссылка на сайт вот. Красная кнопка под видео говорит о том, что вы еще не с нами. Жмем. Если она серая, не надо ничего нажимать. Лайки и комментарии очень любит YouTube. Я их тоже люблю, потому что понимаю, что тема вам интересна. Итак, быть понимающей, быть принимающей. Мужчина приходит к вам, знакомится, предлагает вам отношения, предлагает вам пожениться и говорит: ну вот я такой, принимай меня таким, какой я есть. Ну, простите, пожалуйста, но он не таблетка против запора, он не валидол, он не сердечные капли. Чего принимать-то? Он приходит с чем-то своим. Потому что когда вы приходите со своим в отношениях, он говорит: не, вот с этим я не согласен, это решай сама как хочешь. И вот это я не хочу принимать, и вот это мне не нравится, переделай. И получается, что он вас, как валидол или таблетки от запора, принимать не хочет. Но от вас ждут, что вы будете принимать его с тем приданым, с которым он придет в вашу жизнь. Но с чем он приходит? Обычно это говорят мужчины, которые в своей жизни наплодили немало проблем. Где-то чего-то не делали, чему-то не учились, что-то откровенно доводили до такого абсурда, что это превратилось в большую проблему, которую надо срочно решать, иначе она раздавит все. Он насобирал этого, накопил. Почему? А потому что в тех обстоятельствах, когда возникли эти проблемы, он не хотел очень часто брать за них ответственность. И что он делает? Он свою безответственность вместе со своими проблемами притаскивает вам и говорит: вот он, я такой красивый перец, принимай меня, понимай меня, называется ешь меня как хочешь и решай мои проблемы. Потому что даже если у него есть много детей от предыдущих браков, где он должен платить алименты, и он приходит к вам в отношении с тем, что теперь у него шиш и не шиша в кармане, а вы должны содержать и еще выкраивать время и деньги на содержание детей от предыдущей семьи, или он насобирал себе за свой образ жизни кучу всяких болячек или каких-нибудь проблемных вещей в организме, и он приносит вам тоже, потому что он ищет сиделку, и вы становитесь бесплатной сиделкой, получая непонятно какую выгоду для себя. Мои хорошие, когда вы начинаете, особенно когда вы начинаете говорить: боже, да он у меня такой, потому что у него детство тяжелое было, потому что его мама мало любила, потому что его не так любили, не туда целовали, потому что ему не то делали, у него игрушки деревянные были или никаких вообще не было. Что вы делаете? Вы поощряете безответственность мужчины, которого вы оправдываете. Вы поощряете его бездействие, его сидение на вашей шее. Вы поощряете то и соглашаетесь на то, что эти проблемы, которых он насобирал в своей жизни целый воз, станут вашими, потому что они припрутся в вашу жизнь и будут ее портить. И вам придется их решать. Поэтому, мои хорошие, перед тем, как на себя надевать корону принимающей и понимающей, услышьте мое обращение к вам. Хватит придумывать оправдания мужчинам. Хватит оправдывать их безответственность. Если он насобирал эти проблемы у себя в жизни, ну пусть он научится их решать. А если он не научился, ну нафига вам этот воз? Подумайте, а? Хотите со мной поспорить? Не вопрос. Жду вас в комментариях, давайте обсудим этот вопрос. Потому что я понимаю, что многие захотят мне доказать свою точку зрения. С удовольствием вас услышу.
И если я смогу ее прокомментировать, я обязательно напишу вам ответ. Вы знаете, первые сутки я отвечаю на все комментарии. Поэтому, мои хорошие, смотрим, выкладываем свое мнение в комментариях и с удовольствием поучаствую с вами в обсуждении. А мы встретимся с вами в эфире следующего видео. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». Пока-пока, мои ласточки.